Поев вкусного супчика и запив вкусным пивом, мы покидаем Вайстаннен и держим путь на Фу-Пасс. Высота 2223 метра. Как нам придется его преодолеть, пока я не представляю. Но перед этим нам нужно еще где-то переночевать. Вот это задачка. Ну что ж, пойдем. Путешествие начинается. Первый путь в горы, настоящий. Наша дорога. Идем. Поворот. Направо. Вот наше направление. На желтеньком указателе номер 1 написано. Мы идем в направлении Альп-Форзиец. Это Лена с чипсами. Главное не забыть чипсы. Ой, какой интересный мостик. Вот такие козлы здесь. Киц. Бок. Штайнбок. Гайс. Это козочка, я так понимаю. Ой, пикник-плац. Но мы наелись супа, поэтому колбасы мы жарить здесь не будем. Тут уже 2 умирают. Привет, лейтенант. Вот туалет. Все цивилизованно в лесу. Идем дальше. Мне нравится здесь. Речушка. Ой, красиво шумит вода. Умиротворяющий мостик. Мостик покрыт сеточкой, чтобы не было скользко. Какая красота! Сказочная красота! Лес Бабы-Ёшки. А вон такой скала, на которой деревья. Красота! Да. Лена с чипсами. Главное 3 кило чипсов, остальное ерунда. Привет, Вове. С краев горных козлов. Речка вообще. Идем дальше. Речка такая загадочная, вся между скал, заброшена камнями, а вот мостик. Давай посмотрим мостик. Такой сказочный мостик. Сказочный мостик. Деревянный. Какая красота! Еще один мостик. Еще мостик.
Оля, стой. Там водопад виден. Сказочный лес, заросший мхом валуны. Выходим на полянку. Там уже коровки. Как они? Ой, не могу, комар. Там коровки. Ой, как красиво. Слышно, как бубенцы у коров звенят. Пришли в какую-то деревню. Вот лавочка для отдыха есть. Туристам. Здесь показано, кто живет вместе со штайнбоками, горными козлами альпийскими. Вот такие вот птички. Птички, даже это не бобер, это гемзы, это козочки. Еноты. Еноты или барсуки. Не успела я присесть на лавочку отдохнуть, как откуда-то взялся какой-то фермер, как оказалось, целитель. Он стал мне заговаривать мои коленки, чтобы не болели, и моему мужу дистанционно тоже. Chips. Сделай наше видео. Ja, ist gut. Aha, ihr habt Nacht, ja, ist gut. Er hat etwas verloren wieder. Посмотри, потеряла это. Поперек сделай видео. Герхард. Gerhard. Zeige der Mann. Ja, Gerhard. Zeige Das ist heil. schon Von ein der Tourist. Scheitel bis zur Sohle. Im Namen Много Jesus народу. Christus. Sei geheilt. Jetzt muss es einander. В общем, фермер меня вылечил, и мы пошли дальше. О, солнышко. Die Sonne für uns speziell. Жилые дома, мини-деревушка, 2-3 дома, как хутор, где-то на краю света. Мы идем по Штайнбок-Лернпфад, то есть в переводе по природной тропе козерогов. Здесь слева, там, где виднеются горы, расположен заповедник с козерогом или козерожий заповедник. И по пути постоянно встречаются разные материалы в виде книг, плакатов, рассказывающих о их жизни. Еще один водопад. А горы в облаках. Идем дальше по туристической тропке. Вот нам повстречался такой плакат с названием «Пильц-шуц», то есть «Защита грибов». Здесь написано: запрещается собирать грибы с 8 вечера до 8 утра. Собирать можно в группах не более чем 3 человека, за исключением семьи. Нельзя целенаправленно растаптывать грибы. И также разрешается собирать не более 2 килограмм грибов в день на человека. С 1 по 10 числа каждого месяца грибы собирать также запрещается. Такая тропиночка. А во какой камень красивый. Ой, я не могу. Какая красота. Хотели мы остановиться сначала здесь, тут пикничок люди делали, здесь клички есть. Мы посидели, подумали. Может быть, не будем мы здесь оставаться в леске, мало ли, какая зверюшка прибежит на еду. Поэтому решили пойти дальше
Сейчас еще 7 часов вечера. Идем. Линд, речушка. Ледниковая голубая водичка. Ой, а там скалы, горы. Полный релакс. Мы идем на мостик, там перейдем и вернемся назад, там пикник, плац, ну то есть место для кемпинга. Боже, какая вода! А эта дорожка похожа на наш путь завтра. Высоко наверх. А где мостик? Классная дорога через лопухи. Возможно, с клещами, а возможно и без. Нашли эту дорожку. Очень рада. Нервишки понемножку пощекотались нежно. Идем по лугу, вышли из лесу и увидели указатели. Так радостно, когда их видишь, знаешь, что идешь по правильным тропинкам. Идем по мостику. Речушка какая-то, какая чистая. Хватит петь, дай сказать. Водичка такая чистенькая, прям можно лоб разбить в нее. Вот по пути увидели машины и какой-то домичек. А, вон наш значок. Вот еще на пути хуторок какой-то встретился. Машины. Это наш путь идет через этот хутор. А, вон еще какие-то постройки. И флаг швейцарский вдалеке. Наконец мы пришли в Альп-Зиец. Уже 7:30 вечера. Ну, конечно, было бы умно здесь переспать. Ну, как бы дороговато, что ли. Пойдем дальше. Искать ночевку. Вот еще один турист идет. Какой-то хутор. Мы повстречали парня, молодого человека из Австрии. Он тоже идет по маршруту Виа Альпина. Лена поначалу приняла его за маньяка, насмотревшись триллеров. Поэтому она с такой опаской идет сзади и озирается. Наверное, боится, что чипсы отберет. Чипсовый маньяк. Идет. Какая красота. Не могу, у меня это слово на языке уже 1000 раз.
Еще одного туриста встретили по пути. Идем. Идем дальше. Schau gerade, weil da alles voll. Мы тоже. Ну, ты где конец маршрута? Это ему сколько километров еще? Столько, сколько и нам. Сказочный пенек с грибами. Ой, какая красота. Сказочка. 8 часов вечера, надо искать ночлежку. Вот Лена идет по лопухам. Ой, как она боится, чтоб какая-нибудь гадюка не выскочила. Смотри, Что, эти большие. лепехи? Не, вот, А, это наши друзья. на минах. Вот мы останемся вот в этой ложбине, супер. Или вон там дальше есть ложбина. Мы туда наверх не полезем. Вот здесь вот очень классно. Австриец где? Австриец вон там повыше, за елкой. Но мы-то к нему не пойдем. Можно сходить в гости посмотреть без рюкзаков. Сюда. Вот мы нашли себе место Выход сделаем вон туда, красивое. чуть немножко выше. И Оля ставит палатку. Вон там дорога, по которой мы пришли сюда. Поднялись на узгорок. И еще выше вон горочка есть. Там еще за елкой один турист себе устроил палатку. Ну, а мы здесь на середине горы. Красивая клумба у нас тут растет. О, подержать? Все нормально. Вот. Улетела. Здесь такая защита будет, если что, от ветерка. С одной стороны и со второй. На одной стороне цветы клумба, на второй стороне мы уже разложили свои вещи. Следующий этап. Накрываем крышу, ну и, в принципе, саму палаточку. Так, у нас входит. Оля ставит. Делаем вот так. Оп. Да. Вход у нас будет туда, куда идти надо будет завтра, да? Да, вход будет там. Угу. А к лисам мы повернулись Потому здесь немножко наклон. задом. И Угу. прям в ковешку с говном. А ёперса ты. Выход? Да. Давай, может, поближе сюда поставим маленько. Угу. Вот так. Все, теперь. Так. Ольга уже настоящий мастер по становлению палаток. Так задорно, хоп, 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 говорит. Цепляет все вообще. Очень здорово, что низ у палатки и боковушечки желтого цвета. Такое ощущение, как будто светит солнце. И вообще желтый цвет — цвет радости. Мы очень радуемся, что мы нашли место для ночлега хорошее. Еще к нам придут рыжие лисы сегодня. Они тут уже банкет устраивают. Пусть приходит к тому туристу, что повыше, там, где они кричали уже. Все. Так, теперь накрываем палатку от дождя. О, какая красивая палаточка. Мастер-класс от Ольги Цбинден. Вперед сюда. То же самое. Раз. Два. И нам дождь не страшен уже с этой накрывашечкой. Вниз. Ну, как быстро все. Оля, быстрее ты накрыла, чем мы вдвоем с тобой в кемпинге делали. Надо только полышки затянуть.
Так, сейчас. С этой стороны. Колышки у нас здесь. Так, и колышки осталось. Садить землю, чтобы растянуть эту покрышку. Чтобы, если дождь, вода стекала рядом, но не на палатку. Коридорчик был Да. для обуви. Еду мы возьмем, пожалуй. А как это будет, если хочешь мы туда? Если бы было не облачно, солнце бы, наверное, еще светило. А так просто день. Обычный день. Ну, уже вечер, но светло все. Вообще вечер теплый. Да, тепло. Ну, все добро? Все добро, только главное не разбить нос от колышки. Ага. Собираем палки теперь, надуваем матрасы, делаем Лежбище диваны колышков. для еды. Ну, а там потом, как потемнеет, и спать. Мы можем, кстати, сварить макарошки. А лисы их не любят, что ли? Ну, запаха не будет макарон. Ну, можно с колбаской потом поесть. Можно, в принципе, и открыть тунца, просто спрятать его в банку в палатку. В пакет целлофановый, чтобы она не воняла просто на улице. И выкинуть на дорогу. Пускай там ходят. Не Но надо лисы у нам- них, наверное, нюх. не надо нам добрый. выкидывать. Вот оно, таинство наступления ночи в горах. Момент, когда горные вершины начинают погружаться в таинственное влажное покрывало тумана, принося с собой атмосферу загадочности и красоты. Один 45. Вот такая сейчас природа. Идет дождик, мы собираемся спать. Туман слегка моросит. Возле палатки бегают лиски. Там даже дрались, кричали. Супер, супер, сказка.